Всем привет! В этом видео я покажу, как записать сигнал управления форсунками на автомобиле с бензиновым распределенным впрыском. Как обычно, детально разберу подключение щупов к системе управления двигателем, настройку мотор-тестера МТ-Pro, а также запись сигнала и его анализ. Покажу это на примере автомобиля Subaru Impreza с двигателем EJ204. Итак, для этого мне понадобится щуп-смеситель сигнала с 4 входами TL-Mix 4, индуктивный датчик синхронизации LX1, универсальный измерительный щуп TL-MLP, который я буду использовать для подключения массы к осциллографу, и сам мотор-тестер MT-Pro 4. Под видео вы найдете ссылки на подробное описание используемых в данном тесте продуктов. Перед проведением любых подключений к системе управления двигателем я настоятельно рекомендую найти и изучить электросхему данного мотора и найти необходимые точки подключения сначала на схеме, а потом уже искать непосредственно в проводке автомобиля. Разумеется, я тоже нашел схему на данный автомобиль. И как вы видите, есть примитивная схема системы управления, вот даже указаны форсунки. Но меня детально интересует схема с разъемами и цветовыми маркировками. Поэтому делаю поисковый запрос, и первым же выпадает интересующий меня фрагмент, на котором подробно показано подключение форсунок. Сверху на схеме все форсунки подключены к одной линии бело-черными проводами, и это должен быть плюсовой провод. А снизу каждая форсунка подключена отдельным проводом к блоку управления. Как раз сигнал на этих проводах нас и будет интересовать. Как можно заметить, точек подключения может быть несколько, и ваша цель найти в проводке именно те разъемы, к которым подключаться наименее трудозатратно. Это может быть непосредственно разъем форсунок, переходной разъем между моторным жгутом и кузовным, а также разъем блока управления двигателем. На первом этапе покажу, как именно необходимо подключать осциллограф. Как уже говорил, верхние по схеме провода подключены к плюсу аккумуляторной батареи через главное реле системы управления двигателем и предохранители. Поэтому смысла подключать в эту точку измерительный щуп нет. Разумеется, если только нет подозрений на перепады питающего напряжения. Поэтому нас будет интересовать именно управляющие сигналы от блока управления к форсункам, на которые через мощные ключи подается силовой минус, что и приводит к открытию форсунки. Управляющие сигналы представляют собой импульсы, разнесенные по времени, в соответствии с порядком работы цилиндров. Поэтому каждый управляющий выход необходимо подключать на отдельный вход осциллографа. Соединять эти провода напрямую ни в коем случае нельзя, так как это приведет к короткому замыканию и может вывести из строя силовые ключи или силовые дорожки блока управления. Но есть альтернативный способ подключения, чтобы использовать всего один канал осциллографа и один щуп вместо 4 или 6, в зависимости от количества цилиндров. Так как управляющие сигналы разнесены по времени, то можно к каждому из них подключить резистор и соединить их все вместе. Резисторы ограничат ток, когда на управляющих выходах будут разные уровни напряжения, и смешают сигналы, в результате чего получится последовательная серия управляющих импульсов, и если к ней добавить сигнал синхронизации, то без проблем можно будет вычислить принадлежность импульса цилиндру. Также не стоит забывать, что при таком подключении обязательно нужно подключить массу прибора к минусу автомобиля. Показанное схематическое решение как раз и реализовано в используемом щупе смесителе TL-Mix 4. Итак, приступим к самому подключению. Для начала покажу наиболее очевидный способ, непосредственно к разъемам форсунок. В данном случае на автомобиле установлен оппозитный двигатель, и форсунки разделены на две группы по 2 форсунки на каждой голове двигателя. Прямой доступ к форсункам закрывает трубопровод между фильтром и расходомером, защитный кожух на правой голове и такой же кожух на левой голове. Приступаем к снятию патрубка. Теперь снимаем крышку правой головки.
и аналогично крышку левой головки. После этих манипуляций я получаю практически прямой доступ к разъемам форсунок. Вот форсунка второго цилиндра, четвертого цилиндра, первого цилиндра и третьего цилиндра. Специально сниму разъем с первой форсунки, чтобы была видна цветовая маркировка. По схеме у нас должны быть бело-черный провод и коричнево-желтый. В реальности тоже все совпадает. Нужный мне провод в разъеме слева. Подключаюсь к нему щупом-смесителем Tailmix 4. Кабель специально сконструирован таким образом, чтобы им удобно было работать как на рядных моторах, так и на оппозитных и V-образных. Это выполнено благодаря разветвлению, которое как раз и позволяет развести щупы к каждой голове блока цилиндров. Все иголки равнозначны, поэтому не имеет значения, какая к какому цилиндру будет подключена. Выбираю любую и подключаю к разъему к проводу с коричнево-желтой цветовой маркировкой. Иголку аккуратно вставляю между уплотнительной резинкой разъема и проводом, чтобы не повредить изоляцию. После чего возвращаю разъем на форсунку. Вторую иглу подключаю без снятия разъема. И выполняю аналогичную процедуру на второй голове. Кстати, можете заметить, что компактность щупа и наличие гибкой иглы в случае ограниченного пространства очень сильно упрощают задачу подключения. Как я уже отмечал, благодаря щупу-смесителю управляющие сигналы от всех форсунок будут доступны на одном канале осциллографа. Но есть один нюанс. На холостом ходу скорость вращения двигателя порядка 600 оборотов в минуту. При этом полный цикл составляет 1/5 секунды, а время впрыска для этого двигателя около 3 миллисекунд. Допустим, включился кондиционер. При этом на двигатель увеличится нагрузка. И чтобы сохранить текущие обороты холостого хода, требуется больше топлива, поэтому блок управления увеличит время впрыска. Это приведет к сокращению времени между управляющими импульсами. Теперь еще поднимем мощность и увеличим скорость вращения. Промежутки между импульсами снова сокращаются. И при дальнейшем увеличении мощности произойдет такая ситуация, когда управляющие сигналы наложатся друг на друга. Что в этом случае получится на выходе смесителя, я покажу вам дальше на реальном сигнале. А сейчас займемся подключением датчика синхронизации катушки первого цилиндра. Для этого я просто расклиню его между корпусом катушки и крышкой головки. Чувствительности датчика вполне хватит, чтобы захватить сигнал вторичного напряжения. Возвращаю воздушный патрубок для корректной работы расходомера воздуха. И перехожу к подключению датчиков к мотор-тестеру. Щуп-смеситель к первому каналу. Датчик синхронизации к 9. И еще одно обязательное условие при проведении теста. Необходимо соединить минус осциллографа с минусом бортовой сети. Щуп-смеситель не имеет для этого отдельного подключения,
Поэтому я буду использовать обычный измерительный щуп, в котором используется только заземляющий крокодил. Подключаю его к минусу аккумулятора. А BNC разъем к любому свободному каналу, ведь все они имеют общую землю. Еще раз показываю подключение. Датчик синхронизации на катушке первого цилиндра. Две иголки на форсунках правой головы. И две иголки на форсунках левой головы. И отдельно подключен заземляющий щуп. Переходим к настройке программного обеспечения. В настройках первого канала выбираем пункты форсунки, четырехканальный режим. Если бы мы подключились к трехцилиндровому или пятицилиндровому мотору, то соответственно нужно было бы выбирать настройку по числу задействованных щупов 3 или 5. Включаем канал синхронизации и активируем автонастройку. И как обычно напоминаю про соблюдение правил техники безопасности перед запуском двигателя. Теперь запускаем двигатель. Запускаем запись, дожидаемся автонастройки синхронизации и получаем такого вида сигнал. Я останавливаю картинку на экране, чтобы можно было ее детально рассмотреть и подкорректировать настройки осциллографа. Кстати, можно обратить внимание на один нехарактерный данной осциллограмме всплеск. Очевидно, что он наведен от системы зажигания. Это видно по совпадению горбика с сигналом синхронизации. Отключу автосинхронизацию, чтобы она не занимала время при каждом новом запуске. И увеличу входной диапазон первого канала. Перезапускаю запись. Делаю плавную прогазовку, а затем резкую. Глушу двигатель. И останавливаю запись. Обратил внимание, что у меня включено автосохранение сигнала. Это очень полезная функция, чтобы случайно не перезаписать только что полученный сигнал. В этом режиме все записи будут автоматом сохранены в папке Data, в папке программы MT-Pro. Отключу эту функцию, чтобы не тратить полезное пространство на диске, и сохраню файл вручную. Теперь покажу, на какие моменты следует обращать внимание при анализе сигнала. Мы видим, что сигнал лежит в диапазоне примерно от минус 1 вольта, и чуть позже я объясню, откуда берется отрицательное напряжение, до плюс 90. Но так получилось благодаря применению настройки X4. Кликнем правой кнопкой по настройке для сброса, чтобы посмотреть оригинальный сигнал без пересчета. В этом случае сигнал уже принимает вид от 10,5 до 32 вольт. Это масштабирование сигнала происходит благодаря резистивному делителю внутри щупа, который позволяет смешивать сигналы. А чтобы он имел приемлемый вид при просмотре, и был создан список настроек для разных вариантов подключений. От 1 до 6 щупов одновременно. Если промасштабировать сигнал, то можно заметить, что индуктивный выброс оканчивается горизонтальной полочкой, а это значит, что при записи был выбран недостаточный входной диапазон, и весь сигнал, что выше уровня 32 вольт, попросту обрезался. На самом деле этот всплеск самоиндукции должен иметь острие сверху. Поэтому при анализе сигналов с короткими выбросами самоиндукции на это нужно всегда обращать внимание, особенно при анализе напряжения пробоя в системах зажигания. В данном случае это не так принципиально,
так как анализируется обычно время удержания форсунки в открытом состоянии и отсутствие шумов на самом сигнале. В некоторых случаях полочка может быть зашумлена или прерывиста, что свидетельствует о неисправности драйвера или ключа, или наличии обрыва в самой форсунке. Еще по этому сигналу можно определить угол впрыска относительно фазы работы двигателя. Давайте покажу, как это можно сделать. Масштабируем сигнал, чтобы на экране отображался один полный цикл. Включаем линейку и выполняем автонастройку по метке первого цилиндра. Сейчас линейка четко привязалась к фронту сигнала синхронизации, но обычно искрообразование происходит не в верхней мертвой точке, а с определенным опережением, порядка 10 градусов. Чтобы выставить линейку с учетом этого опережения, я устанавливаю маркер на фронт синхронизации. Угловое положение маркера отображается в окошке над линейкой. Если оно не отображается, то его нужно активировать в контекстном меню линейки. Теперь смещаю линейку таким образом, чтобы маркер занял позицию в минус 10 градусов. Включаю таблицу фаз и замечаю, что порядок работы цилиндров отличается от моего, поэтому меняю его в настройках линейки. Впрыск топлива происходит на фазе впуска, поэтому, используя эту табличку, без труда можно идентифицировать принадлежность импульса цилиндру и измерить все временные и фазовые характеристики. При применении настройки осуществляется пересчет напряжений по определенной формуле, в которой необходимо учитывать количество задействованных входов щупа и бортовое напряжение в текущий момент. А так как это напряжение на разных автомобилях может отличаться, то и значения после пересчета будут отличаться от реальных. Это видно по минимальному значению сигнала минус 0,5 вольта. Разумеется, что при правильном подключении щупов такого не может быть. И вот та ситуация, о которой я уже рассказывал. Когда увеличивается скорость вращения и время впрыска, и в определенный момент время между импульсами уменьшается настолько, что фронты и спады от разных цилиндров перекрываются, и получается следующая картинка. Напряжение будто падает ниже нулевого значения, но на самом деле, разумеется, такого не происходит. Но в формуле пересчета все эти особенности учесть невозможно, поэтому иногда нормальные условия нарушаются, как сейчас, и на экране отображается некорректный сигнал. Если необходимо на всех режимах работы двигателя точно рассчитать временные и амплитудные значения сигнала управления форсунки, то в этом случае придется подключаться к форсунке напрямую, без смесителей. Давайте покажу, как это делается. Отключу одну из иголок от смесителя и подключу ее к универсальному щупу. И его разъем переподключу к первому каналу. Хотя можно и просто в программе активировать пятый канал вместо первого. В настройках выбираю одинарное подключение щупа. Запускаю запись. Запускаю двигатель. И выполняю прогазовку. Сильно вникать в детали анализа я не буду, только немного проскроллю сигнал, чтобы показать, как он выглядит. В данном случае сигнал уже на всех режимах работы двигателя будет без искажений и масштабирований. Ну а сейчас покажу альтернативный способ подключения щупов, когда доступ к блоку управления гораздо проще, чем к разъемам форсунок. Отключаю все иголки. Датчик синхронизации оставляю на месте.
И переходим в салон. На данном автомобиле блок управления установлен под ногами пассажира. Для доступа к нему необходимо снять защитное покрытие пола и открутить крепление блока. На блоке находится 4 разъема. Еще раз открываю электросхему. На ней указано, что разъем А. Значит, логично предположить, что он находится с краю. Нас интересуют пины 17, 16, 27 и 26. Вот они все вместе находятся в одной области. По цветам, соответственно, должны быть розовый, розово-синий, розово-черный и розово-зеленый провода. Пробуем их найти в разъеме. А вот они и сами провода. На всех есть розовая маркировка. Теперь последовательно подключаю каждую иголку щупа к одному из проводов. Проверяем, что провода надежно зафиксировались в разъемах. Для таких подключений, когда необходима высокая концентрация подключения в одном разъеме, щупы с гибкой иглой снова выручают, так как они снимают нагрузку непосредственно с самой иглы при случайном рывке провода, при этом не ломая иглу и не повреждая разъем. Можно спокойно проводить манипуляции с блоком управления и добавлять другие подключения. После всех измерений отключаем все щупы. Снимаем датчик синхронизации. И возвращаем все демонтированные элементы в первоначальное состояние. И как я уже упоминал, есть еще одно доступное место, где можно удобно выполнить подключение щупов. Это переходной разъем от моторного жгута к кузовному. Не составит особого труда по электросхеме найти расположение необходимых проводов и точно так же подключиться к ним щупами с иголкой. И еще продемонстрирую работу инструмента для автоматического анализа сигнала. Он находится во вкладке «Сравнение цилиндров». Корректирую порядок работы цилиндров. Тип сигнала, форсунки последовательно и нажимаю «Анализ». И анализ не проходит. Пишет, что не удалось найти характерные участки сигнала. На самом деле эта проблема решается просто. Нужно перейти в окно осциллографа и сбросить текущую настройку. После чего анализ проходит. Но по количеству кадров все равно видно, что выполнен анализ только короткого участка сигнала. По этому вопросу я уже проконсультировался с разработчиком софта, и он пообещал устранить эту проблему в следующем релизе. Но в целом инструмент очень удобный. Он позволяет очень наглядно сравнить продолжительность впрыска в разных цилиндрах и на разных режимах работы. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, тут будет еще много учебных видео по автодиагностике, обновления по библиотеке Oscillogram, а также будут обзоры моих продуктов. Всем успешных диагнозов!